Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы на канале Food Court. Июль, жара. Я не знаю, как у вас, но у нас очень жарко. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашнего кваса. Замечательный получается квас по этому рецепту. Натуральный вкус ржаной закваски, ржаного солода. Газированный такой, натуральная ферментация. Квас в охлажденном виде – это просто спасение в это время. Домашний хлебный квас на ржаной закваске. Готовится просто. Когда-то в свое время я перепробовал много разных рецептов, и вот остановился на этом. Готовлю много лет. Рецепт проверенный, надежный. Так что буду рад, если вам понравится этот квас, который вы приготовите по этому рецепту. Итак, давайте начинать готовить квас. Для приготовления домашнего хлебного кваса я использую ржаной солод. Он у меня в сухом виде. Я использую 10 грамм сухого ржаного солода на 1 литр воды. Воды я обычно ставлю 8 литров, и я отмеряю ровно 80 грамм сухого солода. Далее сухой солод необходимо заварить. Я беру горячую воду, примерно 200-250 грамм, и завариваю солод, оставляя его настояться примерно на 15-20 минут. Воду такой консистенции, жидкой сметаны, его необходимо залить горячей водой, не прямо кипящей такой жесткой, а градусов 90. И за 15-20 минут солод заварится. Для естественной ферментации кваса, для его сбраживания, я использую натуральную ржаную закваску. Как вывести такую закваску в домашних условиях, у меня на канале есть видео. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Вы можете посмотреть это видео и приготовить себе дома очень просто обычную ржаную закваску, которую можно использовать как для приготовления кваса, так и для выпечки хлебобулочных изделий. Ржаную закваску я беру из расчета 30 грамм на 1 литр воды. Здесь всего я отмерил примерно 240-250 грамм. Этого будет достаточно. Так, теперь я отмеряю сахар. Сахар я использую в объеме 60 грамм на 1 литр воды. То есть у меня 8 литров воды, я возьму 480-500 грамм сахара. Ржаные сухарики. Я беру 10 грамм из расчета на 1 литр воды. Здесь я отмеряю 80 грамм ржаных сухариков. Это обычный ржаной хлеб, который я порезал небольшими кубиками и посушил их в духовке на противне. Ну и в завершении я взял обычный изюм. Это сушеный виноград. Я его беру из расчета 10 грамм на литр воды, то есть отмеряю 80 грамм. Все ингредиенты я подробно напишу в описании под этим видео. Ну а теперь начинаем собирать наш квас. Кастрюля, 8 литров воды, чуть-чуть подогреваем до температуры 30-32 градуса. Высыпаю сахар и тщательно его размешиваю до полного растворения.
Вношу ржаную закваску и тщательно ее размешиваю в воде уже с сахаром. Далее я вношу ржаной солод, который я предварительно запарил в горячей воде. Он у меня постоял минут 15-20. И тщательно его размешиваю. Ну и в заключение я вношу в квасное сусло сухарики и изюм, сушеный виноград. В принципе, все. На этом наше квасное сусло готово. Накрываю кастрюлю полотенцем, ставлю крышку от кастрюли. Она прилегает неплотно, там есть 3 отверстия. И оставляю квас для того, чтобы он забродил на сутки. Температура в комнате у меня 26 градусов. Я думаю, что этого будет достаточно. Итак, друзья, прошли ровно сутки. Квасное сусло у нас отлично забродило. Прямо такие активные пузырьки. Вы можете попробовать на кислоту, если у вас низкая температура в помещении, там ниже 26 градусов, можете оставить еще на сутки, если вы хотите получить более кислый квас. Мне вполне достаточно было сутки. Я теперь буду снимать уже квас с закваски и буду его бутылировать. Шумовку я аккуратно снимаю разбухшие сухарики и виноград. Старайтесь не размешивать осадок, который остался на дне кастрюли, потому что там как раз осела та самая закваска, которую в последующем вы можете использовать повторно для того, чтобы снова запустить процесс брожения тогда, когда вы будете ставить квас в следующий раз. После того, как я снял основную массу разбухших сухариков и разбухший изюм, я взял обычную кастрюлю, поставил такую вот сеточку и несколько слоев марли. Теперь я просто солью квас в кастрюлю аккуратно, чтобы не разболтать, не размешать скопившуюся и осевшую на дно закваску. Вот, посмотрите, друзья, после того, как я слил весь квас, на дне осталась вот такая вот густая жидкость. Это вот именно та закваска, которую можно повторно использовать в следующий раз. Хранить закваску я буду в холодильнике в обычной баночке. Попробовав на сахар, на этом этапе можно добавить еще плюс сахар по вашему вкусу. Я добавил еще по 10 грамм из расчета на 1 литр кваса. То есть у меня здесь 80 грамм сахара дополнительно. Вы можете этого не делать, можете добавить 15-20 грамм, в зависимости от того, насколько сладкий квас вы любите. То есть для меня 60 грамм на этапе закваски и 10 грамм на этапе бутылирования вполне достаточно. Дополнительный сахар я тщательно перемешиваю до полного растворения и затем разливаю квас уже по бутылкам. У меня обычные пластиковые 2-литровые бутылки. Как раз этого объема мне хватит на 4 полных бутылки. Квас доливаю в бутылки через обычную воронку. Чуть-чуть не доливаю, примерно грамм 100 оставляю незаполненным. В каждую бутылку добавляю еще штук по 10, по 12 ягодок изюма. Это поможет получить более газированный квас. Вот так, выдавливая воздух из бутылки, я жестко закручиваю. Вот именно вот таким образом, сжимая бутылку под самое горлышко, выдавливая квас, необходимо заполнять бутылки. Квас я оставлю еще на сутки при комнатной температуре. И с учетом того, что я добавил дополнительный сахар и изюм, процесс брожения будет двигаться дальше, он будет происходить активно.
Вот посмотрите, прошло, наверное, 24 часа, чуть больше, и углекислый газ, который образовался в результате брожения, полностью выпрямил деформированные бутылки. Бутылка жесткая, чувствуется, что там очень сильное давление. Вот такой остался осадок. Даже дно бутылки чуть-чуть выдавлено. То есть реально углекислый газ наполнил наш квас, и продукт должен получиться идеального качества. Ну что, дорогие друзья, квас провел в холодильнике сутки. При температуре где-то 6 градусов процесс брожения был остановлен. И вот пришло время попробовать. Открывать я буду очень аккуратно. Чувствуется, что давление углекислый газ создало очень сильное. Посмотрите, какой процесс происходит. Чуть-чуть приоткрываю крышку бутылки. Квас получился газированный и пенный. Аккуратно, небольшими порциями впуская воздух, мне таки удалось открыть эту бутылку, не создав вулкан из пены. Посмотрите, какой прекрасный цвет, как он весь шипит и пенится. Ягодки изюма я убрал ложечкой, и теперь можно продегустировать. Если вы не любите сильно газированный квас, вы можете ложечкой убрать лишнюю углекислоту, и у вас будет то, что вы считаете нужным. Ну что, дорогие друзья, квас получился отменный. Сильно газированный, в меру сладкий, с таким ярким характерным привкусом ржаного хлеба. Теперь у вас есть очень детальный подробный рецепт приготовления домашнего кваса на ржаной закваске, на ржаном солоде. Я не знаю, зачем делаете квас вы. Я его не просто пью, я с ним делаю окрошку. Настоящую домашнюю окрошку с настоящим домашним квасом. На ржаной закваске, на ржавом солоде. Вот это в летнюю жару можно съесть в неограниченном количестве. Вот оно. Счастье. Летнее счастье. Можно добавить щепоточку соли. Рецепт окрошки у каждого свой. Я люблю с колбаской, с докторской. Укропчик, зеленый лучок, редисочка, огурчик, картошечка и вареное яйцо. Вот это все, что необходимо, и домашний квас. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт и это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, оставайтесь на фудкорте.